Дорогие друзья, зрители, вас приветствует сэр Холмс. Это значит, что вы находитесь на канале Благородных Сэров. И то, что сейчас у нас будет, вы, собственно, сами видите у себя перед глазами. Легендарный Моровинд. Наконец-то мои руки до него дошли. Сразу извиняюсь за задержку, потому как я, помнится, говорил, что вот, мы наконец закончили Daggerfall, отмучились, и теперь можно переходить к Моровинду. Сейчас будет Моровинд, но я уж даже не помню, когда у нас вышла последняя часть по Daggerfall, наверное, месяц назад где-то. Вот, ну, вообще интересно, кто-то ждал? Если кто-то ждал, пишите, интересно. Особенно интересно, будут ли продолжать смотреть те люди, кто смотрел постоянно похождения мои в Daggerfall. Ну, я думаю, эти люди сами знают, что я имею в виду именно их, да, ребят? Вот, собственно, из-за чего произошла такая задержка? Моды это одновременно и благословление, и проклятие древних свитков. Начиная с Моровинда их очень много, и они очень-очень разнообразят игру. Ну, в принципе, на Моровинд я установил только графически. Причем собрал, можно сказать, такую наиболее актуальную на данный момент сборочку. Это 3 глобальных мода, которые объединены сейчас все вместе. То есть Morrowind Graphics and Sound Overhaul. То есть в простонародье Morrowind Overhaul как основа. Потом Morrowind Rebirth. Morrowind Возрождение. Ну, я не знаю, как на самом деле. Наверное, так его и называют в русском комьюнити. И Tamriel Rebuild. Насколько я знаю, Tamriel Rebuild еще только в начале, что ли, своего развития. Ну, по крайней мере, потому что видно. Но уже дает какие-то плюшки хорошие. Вот. Получается, у меня только графические моды в основном. Ну, и там различные, которые фиксят какие-то несуразицы, типа вот темное братство, например. Не нравилось, что он нападает слишком рано в самом начале игры, поэтому установил мод на оттянутую такую атаку темного братства. Вот, ну, игра у нас поэтому будет на английском, потому как русификатор поверх этого всего я ставить не рискнул. Есть русификатор на Overhaul, но и то я знаю, что он недоделанный, а уж тем более, если поверх Overhaul у нас стоит еще 2 глобальных модификации, то лучше, ребят, не рисковать, действительно. Ну, да, зато такая актуальная сборочка. Ну ладно, это я уж говорил. Никаких других модов, в принципе, Моровинду не нужно, потому что он и так хорош. В плане баланса особенно. Кстати, играть я буду не на самой большой сложности, вот где-то так. Посмотрим, ее же можно повысить в любой момент будет. Ну вот. Что еще можно сказать перед началом? Ну, наверное, что от Моровинда я уж наверняка получу колоссальное удовольствие от прохождения. Потому как я уже знаю, что меня ждет. В Моровинд я играл еще в 2004-2005 годах. Это было мое первое знакомство с Моровиндом, когда я был еще в школе. И я тогда залип просто, наверное, ни в одну другую игру я так не залипал, как в Моровинд. Вот. То есть, если арена и Daggerfall стали для меня такого своего рода шоком, то к Моровинду я буду рад вернуться. То есть, я вот больше десятка лет в него не играл. Ну, как-то заходил там, знаете, на часик. И, блин, так затягивает. Надеюсь, что так оно и будет. Ну что ж, начнем? Ну, то я думаю, начнем. Сейчас уж разберемся. Каждый подвиг предсказан пророчеством. Но без героя не будет и подвига. Зарин Арктус, подземный король. В неспокойные годы Третьей эры Тамриэля заключенный, рожденный в определенный день неизвестными родителями, был отослан под охраной в Моровинд без всяких объяснений, еще не ведая о роли, которую он сыграет в судьбе этой страны. Они забрали тебя из тюрьмы имперского города, сначала каретой, потом лодкой, на восток, в Моровинд. Не бойся, я слежу за тобой. Ты избранный. Проснись. Мы прибыли. Почему ты дрожишь?
Все в порядке? Проснись. Вставай. Проснись. Тебе приснился плохой сон. Как тебя зовут? Ну, это мы все знаем. Это мы, наверное, уже десятки раз видели и слышали. Джиуп, дружище, рад тебя видеть. Ну, посмотрим. На самом деле, вот этот перевод я совершил закадрово, то, что было в ролике вступительном. Ну, мои познания в английском абы какие, конечно, но я думаю, хватит, чтобы передать вам, что происходит. Ну, и в принципе, я думаю, вы и сами все знаете, что тут. Итак, нам предлагают ввести имя. Пусть будет... Нет, подожди. Вот как-то так. Чуть позже поймете, почему. Ну, Холмс, он и есть Холмс. Даже вчерашний сон тебя не разбудил. Я слышал, мы уже прибыли в Моровинд. Я уверен, они нас выпустят. Тихо. Стражник идет. Это здесь, где вы получите из... Пошли со мной. Я, конечно, не помню досконально. Лучше делать, что они говорят. Не помню досконально все фразы, которые они тут говорили в начале игры, так что не судите меня, если я вдруг отошел от канонов. Ну, тут даже уже... Выбирайся, говорит, на палубу и старайся вести себя настолько культурно, насколько это возможно. Ну, так. Ты что скажешь? Чем скорее ты отсюда свалишь, тем скорее мы двинемся дальше. Ладно, не будем расстраивать ребят. Ну, вы можете заметить, что графика действительно очень даже приятная. Со всеми этими... Ух ты, это можно открыть? Нельзя, конечно. Учитывая все графические модификации, вот единственное... Очень мало у меня травы. Ой, это что такое-то? Грязекраб, наверное. Травы маловато. Потому как трава, которая у нас имеется в оверхоле... Я, кстати, не помню, вот в ванильной игре была трава. Потому что, видите, вот тут голая земля в основном. И кустики. А вот в оригинале я не помню, была ли трава прямо. Вот в оверхоле такая классная трава, которая... Давай иди в док и в офис заваливайся, в канцелярию, то есть в имперскую. Трава, она проминается, когда ты бегаешь. Прям очень классно. Но, к сожалению, она несовместима с остальными, с двумя модами. Она просто, ну, как бы она и есть, играть можно, но трава летает в воздухе. Это не здорово. Лучше уж без нее совсем. Наконец-то ты прибыл. Но мои записи не говорят, кто ты и откуда. Теперь вы поймете, почему я решил назваться вот таким вот странным образом, потому что мы смекнули коллективно, да, с Арандором и с Волинардом, мы решили, что буду я играть за ящерку. Ящерку. Почему? Потому что, во-первых, раса весьма такая непопулярная, хотя очень своеобразная и интересная. Сам я тем более не играл ни разу. Вообще у меня была традиция играть за ту расу, в чьей стране происходит действие. То есть, по идее, должен был бы за темного эльфа, но, блин, это так банально. Мне кажется, все за них играют. Вот, и смекнув, опять же, коллективно решили, что за темного эльфа играть не буду. Что касается класса, то я хотел бы что-то среднее между стелс персонажем и магом. И вот ящерка в принципе подходит. Тут есть познание в мистицизме даже, в иллюзии. Да, это хорошо. То есть вот бонусные навыки. Угу, это мы все учтем. Ладно, сейчас я выберу и вернусь. В общем, вот буду таким вот стильным, коричневеньким
ушастым органианином. Тут есть много вариантов с шипами, но мне как-то это не очень по душе. Уши как-то роднее, пусть и огромные. Кстати, была у меня собака пекинес, очень напоминает. Ох. Я думаю, все в порядке. Давай за мной в офис и закончим с твоим освобождением. Красота-то какая, вот вода особенно приятная, это ж прям вообще. Значительно эти моды омолаживают игру все-таки. Очень приятно на это смотреть, на все. Я думаю, даже отсутствие травы сильно не скажется. Тем более, что тут в Моровинде не так уж много этих всех. Ух ты. Забавно. Так, это что было? Ладно, неважно. Что еще скажешь? Голова в И. Ладно, давай. Сейданин, сенсус. Что за сенсус? Ай, ну, короче, канцелярия. Ух уж эти все имперские названия. Ох. Красивый огонек. Вот первая моя реакция, когда я зашел впервые в Моровинд в 2004 далеком году, это: о, зашибись, можно это все взять. Я взял все, что просто мог унести. Ну, и так как персонаж у нас будет таким вороватым, то, наверное... ты не пройдешь дальше, пока бумаги не пока... Ох, смотрите, какая красота. Да я понял. Это у нас... Сосису сыргала. Ребят, вы это... Не плюйтесь сильно. Я забыл, как зовут его. Ну, пусть будет Сосисус пока. Я знаю, что вы мне напомните, но пусть пока будет Сосисус. Здорово, Сосисус. Да, мы тебя ждали. Тебя надо внести в наши бумаги перед тем, как мы тебя освободим официально. Ну, выбор за тобой. Ох, так. Да. Но мы, наверное, выберем из существующего. Я всегда любил, знаете, смотреть, что нам предлагает игра, и выбирать наиболее подходящее. О, кстати, как тут интересно. Как тут интересные картинки какие, смотрите-ка. Да, тут надо подумать. И все-таки я не удержался от создания собственного класса, потому что все-таки хочется что-то такое более-менее соответствующее твоим интересам. Ну, я пытался выбирать между существующими, вроде как вот то, что я хочу, оно больше похоже на агента. Вообще, это предварительная версия, я вообще не исключаю, что я вообще все пересоздам нафиг. Вот так вот. Так. Ну, хорошо. Могу указано, что ты родился под определенным знаком. Под каким? Ну, тут у нас, в принципе, выбор небольшой. Вот я в варенье, конечно... Ой, варенье говорю. В Дагерфоле с этим Атронахом пролетел. Капец как. Вот что значит, дай игре волю. Выбрать за тебя класс. И будет вообще все плохо. Так, леди у нас будет. Ну, вот это неплохо. Лорд. Хорошо восполняет магию. Тоже неплохо. Паралич на 5 секунд за счет запаса сил. Это неплохо, но посмотрим, что нам дают другие. Я всегда любил брать змей. Ага. Ну, неплохая, конечно, эта штука. Ну, тут, видите, у моего органянина как раз защита от болезней и ядов. Тень, невидимость. Ну, я и так взял иллюзию. Вот это классный прям жеребец. Скорость на 25 прокачивается. Но я знаю, что в Моровинде есть такие сапоги прекрасные, которые и так твою скорость увеличивают до хера как сильно. Поэтому, наверное, нет смысла. Каверский танцор. Нифига. Святилище. Что такое святилище? Что-то защитное, да? Башня.
Обнаружить все вокруг на 200 секунд. На 30 секунд. Нет, это не подойдет, это не подойдет. Интересно получается, вот так методом исключения. Я вообще думал, что возьму жеребца, но вот вспомнил про эти сапоги. Превратить немертвого. Подожди. Это изгнать нежить. Изгнать нежить. Восстановить 100 здоровья. Ну, блин, это неплохо на начальных стадиях игры. Ну, так-то нафиг надо вот это изгнать. Ну, маг это точно не для меня. Увеличить ловкость. Вот любовник неплохо. Почему бы тем более нет? Это же, можно сказать, необычный такой выбор и оригинально, наверное, даже. Ну, давайте, я все равно, возможно, все пересмотрю. Интересно. Перед тем, как я поставлю печать, проверьте всю информацию. О, вот теперь будем проверять. Да, в принципе, очень даже неплохо получилось. Особенно вот это вот, да? Ловкость на 80 сразу. Я думал, это эффект от заклинания такой, который увеличивает прям. Но нет, ё-моё. Это реально... Это, блин, реально... Постоянный эффект увеличения ловкости на 20. Почему взял копья? Да потому что, блин, ни в одной больше игре древних свитков нет копий. Мне хочется копьем повоевать. Тут я немного промазал, конечно, мимо вот этих... Средние доспехи тоже, кстати, интересная штука такая. Ну, может, как-нибудь, когда прокачаюсь, делать будет нечего, можно будет потаскать на себе эту броньку. Ну, а пока все пойдет. Очень даже неплохо. Ну, да, это я могу смотреть все. Подсказочки. Покажи свои бумаги капитану, когда будешь получать бумажку на пропуск. Бумаги, чтобы получить бумаги. Так, возьмите бумаги. Так, вот это мои бумаги, да? Release Identification. Бумаги на освобождение, в общем. На освобождение. По приказу императора Эля Септима VII в район Вандерфелл, провинции Моровинд. Вандерфелл — это, как мы знаем, остров посреди Моровинда, на котором происходит, собственно, действие игры. Бла-бла-бла. Сосисус, блин, как же? Сокусиус. Сосюкиус. Нет, Сосисус как-то звучит лучше. Агент Свидонинской канцелярии и бла-бла-бла. Возьмем. Да-да-да, меню инвентаря. Это у нас все делается... Ох, какой красавец, смотри. Органианин. Да, и то, что нельзя носить обувь и перчатки, тоже одна замечательная особенность. Это дает больше хардкорности и больше индивидуальности этой расе. Кстати, карту пока не показывают. Так, это у нас что тут? Что-то там на славу империи называется бумажка. Мы имперский легион. Мы клянемся нашими жизнями и присягаем нашу честь императору и его доблестной империи. Мы верим в честь, быстрое правосудие невинным. Наша нерушимая клятва между братьями легиона. Да, все-таки трудновато подбирать подходящее слово. Короче, неописуемая доблесть перед лицом смерти. И мы распространяем цивилизацию, культуру людям повсюду. О, какие вы прям. Кого-то вы мне напоминаете из современных стран. Прям насаждаете свою культуру и цивилизацию, да? Дикарям. Ну, особой какой-то ценности не представляет эта бумажка литературная, так что мы пойдем дальше. Итак, иди в следующую здание. О,
Сундук с доказательствами. Блин, все-таки... Ну, тут, конечно, безнадежно что-то пытаться стырить. Но, блин. Слушай, разве это не было раньше бонитовым подносом? Может, даст отсюда что-нибудь стырить? Интересненько. Короче, с Элусом Гравиусом иди поговори, говорит. В следующем здании. Так. Вы должны научиться драться. Возьмите кинжал со стола. Нажимаю клавишу Е. Я перенастроил, конечно, управление слегка. Красота. Хискар. Не думай, что я забыл про нашу сделку. Я хочу, чтобы этот кинжал был остр как лезвие к утру. Гансиэль, да. Явно будут возникать трудности с прочтением имен. Собственно. Ну что тут? Если игра говорит нам... тут надо еще привыкать, конечно. Игра говорит нам помахать кинжалом, мы это сделаем. Замечательно. Ух ты, это что у нас? Флин увеличивает... Укрепляет, точнее, силу воли. Отлично. Это местный ликер. Он действует как зелье. Бла-бла-бла. Ну да, интересно. Отмычечка. Тоже замечательно. Вот, кстати, в оригинальной игре тут уровень замка не 5, а 1. То есть ты гарантированно его открываешь. Если нет, если 5, то это уже... Смотрите, яйцо квамы. Здоровенное яйцо квамы, блин. Так, ну раз вы так отвернулись спинами, да, меня выпустили и... Ух ты, смотрите. Масте. О, ребята, я буду, наверное, рад, если вы будете мне писать оригинальные названия. Ну, не оригинальные, а вот именно как это переводится все на русский язык, или как переводилось в официальной локализации, потому что, ну, вот это мы, конечно, все возьмем, прихватим. Корзинку с хлебом, блин, не знаю, я просто вспоминаю, как я в первый раз зашел, и вот, как я говорю уже, то смотрел, ох, сколько тут всего, можно даже еду брать, можно там пшеницу вот заглядывать сюда и отсюда брать все подряд. Ну, я уж не буду сильно тут это безобразничать. Возьму только самое ценное. И, блин, может, есть ингредиенты. Так. Голодный, поэтому дайте-ка мне сразу это. Ну-ка, а что там за эффект такой? Ням-ням. Прекрасно. Так, книжка. Да, я еще не придумал, как я буду их читать. Прям за кадром, наверное, уж теперь. Ну это просто про знаки. Книжка про знаки зодиаков. Местный. А ведь этого не было. Это у нас Фаульсет Абитиус. Кто там? Ну, особо тут с ним, конечно, не по это самое. А можно уже сохраняться? Блин, сохраняться до сих пор нельзя. Стражник. Я офицер Имперского легиона. Двигайся средь. Имперский легион. Самая дисциплинированная, эффективная военная сила в истории. Имперский легион, бла-бла-бла. Мы сохраняем мир. Ну-ка. Это интересно, тут система диалогов, ссылки. В виде ссылок оформлена. Множество сил угрожает Моровинду. Враждебных имеется в виду. И Имперский легион сохранен. Лица тоже очень приятные в этих всех модификациях. Не, ну этого же не было. Или моды это добавили, или я что-то не понимаю. Слушай, да, действительно. Вот сюда я вряд ли пролезу. Не буду даже пытаться. Ну, все-таки. Это только начало игры. Не будем сильно... Книжку-то эти прихвачу. Дорогая.
Не надо было меня тут без присмотра оставлять. Ха-ха-ха. Так. Пожалуйста. А, как это? Как это? Не получу. О! Неплохо. Я вот сам по себе добрый человек. Да, вот такое заявление. Скромненько. Но в этой игре буду стараться отыгрывать негодяя прямо. А вот и карту нам дали. Карта. Вот так она выглядит в Tamriel Rebuild. То есть, по идее, вот это все тоже можно посетить. В 2 раза, даже больше, чем в 2 раза у нас увеличилось место действия. Интересно. Надо обязательно будет туда сгонять. И карта тоже претерпела изменения. Так, записка. Что у нас в записке-то? Так, у нас тут список заключенных, прибывающих сегодня. Убедитесь, что они пройдут все процедуры быстро и без инцидентов. Руран, Бретон. Так. Босмер. Терманин, Альджиуп, Данмер. Этих, в общем, надо еще обработать. А почему я неизвестна? Селус Гравиус. Замечательно. Это мы все соберем. Это нам пригодится. Почему бы не позаниматься собирательством, раз нам дают такую возможность? Еще не освоился. Ну и, конечно же, знаменитая бочка с знаменитым кольцом Фаргота. Кольцо здоровья. Ну, пока надену. Типа я его же нашел. Оно найдено, поэтому... Да это я знаю все. Наверное. Вроде бы знаю. Разберемся, в общем. Так, нажмите, чтобы поговорить с капитаном. Капитан, неплохие доспехи. Бумаги, пожалуйста. Papers, please, говорит. А сохраняться... Нет, сохраняться до сих пор нельзя. Я просто боюсь, если я вот это все начну... Ну хотя, блин, это ж так глупо, да? Вот прокрасться у него за спиной, типа, пока он не видит, и это все. А мясо гуара, такой маленький стейк. Он должен быть таким маленьким. Ладно. Ну что ж, Селус. Пожалуйста, дайте мне посмотреть ваши бумаги. Идентифицирующие бумаги. Спасибо. До меня весточка о вас долетела вчера. Вроде бы. Да, про ваше прибытие. Меня зовут Селус Гравиус. Бэкграунд. Но моя биография не так важна. Рад вас приветствовать в Моровинде. Моровинд? Ну да, ты в Моровинде. Я не знаю, почему тебя сюда отправили. Или почему тебя отпустили из тюрьмы и привезли сюда. Но этот приказ идет прямиком от императора Уреля Септима VII. И я больше ничего не хочу знать, поэтому... Когда ты покинешь этот офис, ты будешь полностью свободен. Вот представьте, как прекрасно, да? Но перед тем, как ты уйдешь, я дам тебе определенные приказания. То есть у тебя есть кое-какие обязанности. Инструкции от самого императора. Так что давай, слушай внимательно. Ну что за приказы? Вот эта вот посылочка пришла вместе с новостями о твоем прибытии. Ты должен доставить ее Каю Касадису в Палморе. Иди в таверну Южная Стена и спроси о Кае Касадисе. Они должны знать, где найти его. Ну, так, это мы, в принципе, да, это мы все знаем. Стандартный квест дает отнести бумаги Каю Касадису. Кай Касадис становится нашим наставником. Вот, и он говорит то же самое, что слушай его как своего босса.
Так, у нас тут приказы и посылка, и немного золота. Это ничего интересного. А что за My Trade? Это все-таки мы его спрашиваем про его биографию. Он рассказывает, что я рыцарь ордена Эбонхарта. Ну, Эбонхарт это у нас тоже тут городок местный. Имперский эмиссар, который прикреплен к этому офису всей Данине. Ну, да, если спросить про Уриэля Септима, говорит, что да-да-да, он все еще император. Ладно, не будем сильно затягивать с этим всем. Так, а это, подожди, у меня разве этого нет? Ровно то же самое. Холмс. Вам дали эти инструкции и посылку с документами. Никому его не показывайте и не пытайтесь прочесть документы в посылке. Посылка запечатана, и твоя попытка будет раскрыта, и будешь ты наказан за это. Следуй этим инструкциям. Проследуй в Балмору, Дикая Касадиса. Так, ну это то же самое все, да. Ты, ну вот, забавно. Ты обязан жизнью и свободой императору. Служи ему хорошо, и ты будешь вознагражден. Если ты предашь его, то ты умрешь смертью всех предателей, в общем. Ну и вот она посылочка. Но мы ее трогать не будем. Я как-то пытался, там действительно иероглифы и ничего не понятно. Ага, у нас есть журнальчик. Журнальчик уже более рабочий, чем Дагерфольский. Кайкасадес. Ну вот, собственно, мы на свободе. Мы вольны действительно отправиться, куда глаза глядят. И я думаю, не прямиком пойдем в Балмору, а куда-нибудь вдоль берега. Ну, тоже в ту сторону, где-то там Гнисис, насколько я помню. А у меня нет времени говорить, так что давай быстрее. Слушай, чувак, ты не поверишь, что у меня есть. Ты еще один сладкий, да? Странно видеть эти корабли, прибывающие день ото дня. Надеюсь, имперцы с тобой вошлись хорошо. Клянусь честью, они забрали мое кольцо. Кольцо? Да, я клянусь. Один из стражников забрал ее. Так, что тут они пишут? В общем, у них есть традиция потрясти Фаргота каждую неделю, раз в неделю. Тесненное, целебное исцеляющее кольцо. Это еще и семейная ценность. Ты случайно его не видел? Ну, можно ему соврать. Ну, зная, что это у нас принесет большую череду квестов, я ему кольцо это отдам. Ты нашел его, замечательно, спасибо, спасибо. Теперь ты мой самый лучший друг. Я расскажу всем остальным, особенно моему другу Ариль или подруге, кто заведует таверной здесь. Ну, таверной, торговым домом. Можешь сходить к нему, он будет рад тебя увидеть. Ну да, неплохо. Ну, вообще, мы в Моровинде впервые. С одной стороны, это классно, да, но представьте себя на месте главного героя, вас привезли в страну, непонятно зачем, вырвали из тюрьмы, из зоны комфорта вас вырвали и привезли вот в эту неизведанную страну, и
практически на все 4 стороны пускают. И выживай как хочешь. Так что надо узнать, наверное, что тут происходит. Слухи? О, сразу про Солтсхеймридж зашло у нас. Я слышал, есть какая-то проблема в форте Фростмод. Фростмод. Это, насколько я помню, морозный мотылек, что-то типа такого. Слышал что-нибудь об этом? Это на острове, называемом Солтсхейм, к северу от Вандерфелла. А еще? Не, больше. Солтсхейм. Угу. Я слышал про это место. Есть имперский порт, Фортсмод как-то так называется. Если хочешь пойти туда, спроси в Хуле. Хул. Там должен быть корабль, который мог бы тебя доставить туда. Можно совет спросить. Прикольно. Что-то он проговорит про родню. Типа, не ожидаешь, что они тебя примут как следует. Колонисты типа нас, пришельцы, поселенцы из других провинций будут более открыто дружелюбны поначалу. Потом, может быть, когда сделаешь пару штук, твое имя станет известным, получишь репутацию. Местные будут более открытыми. А пока держись рядом со своими. Блин, со своими. Замечательно. То есть мне идти продаваться в рабство, да? Знаем, как к аргонянам тут относятся эти елфы. Секрет. Ага. Если ты думаешь путешествовать рядом с Шелгаратом. Шелгарат. Интересно. Неужто в честь Шелгарата? Я давно очень не играл, ребят. Я тут мало что помню. А Молокомур... Да, я уж начинаю чувствовать, что проще было бы, конечно, играть с русскоязычной версией. Ну ладно, будем мучиться вместе. Сразу должен вас извиниться, знаете, я начал так себе. Да, прям я признаю это. Немного так сумбурно и в некоторых местах нерешительно. Не уверенно так, но... Сами поймите, это Моровинд. Передо мной прям великая. Я не могу не волноваться, играя в это. Ну и нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к английской игре все-таки. Опыта у меня еще не так мало. Ну ладно, о чем он говорит? Шелгарат, Молокомур. Так, или призрачная ограда какая-то. Ты должен знать о Корпрусе. О, Корпрус. Это болезнь, которая превращает нормальных существ в зверей. Сумасшедших кусков мяса. При этом чрезмерно сильных и полных ярости. Получишь Корпус. Ты можешь получить эту болезнь, сражаясь с этими зараженными существами. Его получить очень трудно, но еще труднее от него избавиться. На самом деле, насколько я знаю, даже нет от него лекарства. Ну да. Ну ладно, бывай, Фаргот. В принципе, я думаю, мы на этом тоже можем закончить. В следующей серии продолжим изучать, что тут у нас есть. Походим по Сидонину, по обновленному. Ох, смотрите, даже корабль там есть. Наверное, даже можно на нем куда-то уплыть. Интересненько. Ну что ж, ладно, господа и дамы, спасибо за внимание. С вами был сэр Холмс, канал Благородных Сэров. Моровинд, в котором я очень рад побывать снова. Нас ждет долгое и интересное приключение. Всем счастливо!